Приветствую тебя на канале ShareIt. Сегодня я расскажу о том, как выбрать электросамокат для шерингового бизнеса. Электросамокат – это очень важная составляющая шерингового бизнеса, поскольку именно его придется обслуживать, подзаряжать и технически поддерживать в высоком состоянии для ваших будущих пользователей. Самое важное в электросамокате – это батарея. Это самая дорогая его часть, и у нее есть два параметра. Первый параметр – это емкость батареи. Средняя емкость батареи сейчас на рынке – это 10,4 ампер-часов. Ее примерно хватает на 30-35 километров поездки. Есть батареи китайских производителей, а есть батареи LG и Panasonic. LG и Panasonic продают дороже, потому что они медленнее теряют емкость своей батареи, и у них больше циклов на подзарядку. Где-то в районе 1000 циклов на подзарядку. У китайских батарей у них быстрее уходит емкость из батарей, и у них меньше циклов подзарядки с максимальной емкостью. После 500 циклов подзарядки, скорее всего, что она будет все хуже и хуже себя проявлять. Ее можно будет, конечно, перебрать, но это уже дополнительные затраты. Второй фактор в батарее – это съемная батарея или несъемная батарея. Если ваша батарея несъемная, как в модели Xiaomi M365, тогда вам нужно собирать все самокаты по городу, отвозить их в склад, где вы их подзаряжаете, подзаряжать, дальше вывозить их в город, расставлять. Если у вас 15 самокатов из 100 разрядились в городе, вам их нужно забрать, поставить на склад, подождать, пока они подзарядятся, 4 часа примерно, и выставить обратно в город. Это все займет где-то 5,5 часов, и, скорее всего, уже, наверное, они не нужны будут, потому что полдня они работали и выработали свой ресурс, полдня они были на подзарядке. Ночью они уже не нужны. Сменная батарея позволяет обслужить самокат в городе, позволяет обслужить самокат на месте и продолжить его работу. Это повышает выручку и снижает затраты на операционную деятельность компании. Поэтому я лично советую сменную батарею. Это очень важно. Далее. Важный формат, важный параметр – это радиус колеса. От радиуса колеса зависит удобство поездки вашего пользователя. Если ваш радиус колеса 8 дюймов, то ваш пользователь будет ловить каждую кочку, и его опыт поездки, он, такой будет, сомнительный. Только если он катается по ровненькому асфальту, ему будет приятно. Когда у вас больше радиус колеса, скажем, 12 дюймов, в таком случае ваш юзер, он будет меньше ловить ямок и чувствовать вот этих неровностей от плитки, от бордюров. Соответственно, его опыт, experience, он будет намного более позитивный, и он будет более лояльен к вашему бренду. Внешний или внутренний GPS-трекер. Когда вот эта sharing economy начиналась и был такой бум, что и сейчас происходит, было популярно покупать Ninebot ES2 либо Xiaomi M365 и делать навесной трекер на него, который позволял отправить информацию на самокат, включить его и собрать информацию. Это решение, оно до сих пор рабочее, и оно уже стало намного лучше, чем было раньше. Уже теперь все там автоматизировано, есть хорошие антимодальные коробки и быстро подключаются, и есть специальные самокаты, у которых есть уже выход под эти коробки. Однако китайские производители, они пошли еще дальше и сделали логический шаг. Они внедрили в самокат IoT-устройство, которое уже принимает сигналы и распределяет его по самокату, чтобы открыть, закрыть, понять местоположение, считать с него необходимые данные по батарее и прочее. Лично я советую покупать самокат уже со встроенным GPS-трекером. В таком случае вам придется только вставить сим-карту, подключить к софту, и ваш бизнес готов к операционной деятельности. Тяга переднего или заднего колеса. По большому счету, неважно. Переднее колесо даст больше баланса всей конструкции, заднее колесо сделает конструкцию немножко сложно для того, чтобы ее передвигать, например, через бордюры, но на поездку особо никакого эффекта не даст. Мощность двигателя. Мощность двигателя – это параметр, который находится в районе 250 Вт и 750 Вт.
Лично мое мнение, что оптимальная мощность двигателя это 350 Вт. При этой мощности пользователю хватает, чтобы набрать скорость в горку и достаточно комфортно ехать с ускорением по пешеходной зоне либо по велодорожке. Если высокая мощность мотора, то тогда это ускорение оно будет быстрее, и это может быть опаснее для пешеходов и для самих юзеров, которые используют самокаты. Я советую 350 Вт. Максимальная скорость. Максимальную скорость желательно ограничивать, и большинство производителей ее ограничивают. Золотой стандарт в индустрии сейчас это 25 км в час. Проверьте, если ограничено, то все ок. Антивандальные болты. Сейчас практически все собирают свои самокаты на антивандальных болтах, чтобы Вася, который пришел с отверткой, он не начал крутить, там, раскручивать и какие-то части уносить себе домой. Складывается, не складывается. Мое личное мнение, что лучше, чтобы самокат не складывался. Я знаю, что есть производители, которые делают складывающиеся самокаты, где вот этот складывающийся механизм, он там на ключике, на каком-то специальном там секретном способе, чтобы это сделать. Но я бы вообще убрал возможность складывать самокаты, потому что тогда это легче украсть этот самокат и легче его переносить. Однако, если самокаты складываются, то это сохраняет пространство на вашем складе. То есть вам тогда меньше может быть склад для того, чтобы хранить эти самокаты. Если они складываются, то их можно подвешивать на крюки на складе, тем самым экономя пространство. Тормоз. Тормоза у всех тоже плюс-минус одинаковые. Это дисковый тормоз, как в велосипеде, который колодкой просто давит на диск и замедляет. Второй способ — это тормоз мотор-колесом, которая просто начинает в обратную сторону работать. Мне лично больше нравится дисковый вариант, потому что он дает какое-то вот ощущение контроля. Ну, это привычный способ, как тормозить на велосипеде. Мне он лично ближе. Стеклышко для QR-кода. Это, казалось бы, мелочь, но это очень важный элемент. Если это просто наклейка, то ее могут отклеить, ее могут там ножиком как-то порезать. И если что-то случилось с QR-кодом, а вы об этом не знаете, то вы не понимаете, почему самокат стоит и его никто не берет. Почему он стоит в центре, а его не берут. А пользователи не могут его взять, потому что там, например, QR-код испорчен, и номер тоже испорчен. И он не может его ни считать, ни ввести вручную, потому что не знает, какой код у самоката. Для этого есть специальное защитное стеклышко, которое помещают на руле у электросамоката. Под него кладется QR-код, который сложно завандалить. Он позволяет быть уверенным в том, что клиент сможет взять этот самокат, и с этим QR-кодом будет все хорошо, потому что это entry point. Это та точка, через которую клиент приходит на ваш софт и начинает там транзакцию денежную, как аренду вашего электросамоката. Время производства и доставки. Китайцы при торгах, они говорят, да, время доставки примерно 1 месяц. Когда сделка подходит к реализации, они говорят, вы знаете, а мы будем производить 45 дней. И это для многих становится сюрпризом. Действительно, у китайцев, у них там налаженное производство, но у них есть какое-то количество заказов, которые они уже взяли, и у них есть свой производственный план и график. Поэтому желательно начинать эти переговоры пораньше, чтобы вот эти 1,5 месяца они были в запасе. С китайцами можно договориться, если времени мало, то можно сказать, вы знаете, у ваших конкурентов у них там вот 30 дней или вообще 15 дней. Почему у вас так долго? Ну, и тогда китайцы там что-то пересмотрят в своем плане и, скорее всего, там пойдут на уступку и скажут, окей, там 30 дней, хорошо, мы произведем за 30 дней. Что еще важно в переговорах с китайцами? Важно договориться, на каких условиях вы поставляете свою партию. Есть условия EXW и FOB. FOB значит, что китайцы довозят до борта судна, сгружают груз на судно, делают таможенную очистку, и ответственность за товар переходит к логистам, которые приняли этот груз. EXV означает, что китайцы доставляют свой товар к воротам своего завода. От этих ворот логист сам забирает этот товар, везет в порт, проводит таможенную очистку и грузит на корабль.
Бывают такие ситуации, когда китайцы думают, что они работают по EXV, а клиент думает, что он работает по FOB. И логисты тоже думают, что он работает по FOB. И когда приходит время поставки, то некому просто взять товар, довести его до порта и сделать таможенную очистку по документам. Потому что таможенная очистка — это бумажный процесс, который должен быть сделан правильно, иначе товар не выпустят за пределы Китая. Хоть там с этим все достаточно быстро, потому что китайцы молодцы, и они понимают, что если они будут ставить палки в колеса, то товары перестанут покупаться в Китае. Поэтому эти процессы, они достаточно быстрые, но должен быть точное понимание, кто эти процессы делает и на каких условиях. Еще есть один параметр — это надувные либо литые из резины колеса. Надувные колеса, они дают приятное ощущение от поездки, они делают амортизацию, потому что вы едете по воздуху, и воздух, конечно же, он амортизирует часть вот этой плитки, брусчатки, что доставляет дискомфорт, если вы едете на электросамокате. С другой стороны, если у вас пробили колесо, то вам нужно заменить тогда внутри вот эту, не покрышку, а камеру. Вам нужно заменить камеру внутри, и это дорогостоящий процесс, потому что нужно отправить человека, у него должна быть эта камера, у него должны быть инструменты, ему нужно это заменить. Есть решение — это литые резиновые колеса, которые невозможно пробить. То есть, если в них зашел гвоздь, он там просто остается. Если он вышел, то там просто вот дырочка из резины. Самокат все равно может ехать. Я советую брать вот эти резиновые колеса литые. Китайцы придумали, как сделать их мягче. Они просверлили дырки в колесах, и некоторые производители предлагают колесо с такими просверленными дырками. Это для того, чтобы вот эти литые колеса, они давали лучшую амортизацию. Защита от воды. Сейчас почти все производители защищают свои самокаты от воды, по крайней мере, они пишут это. Ваше дело проверить, чтобы это было действительно защищено от воды. Попросите их фотографии того места, где открывается, закрывается контейнер для батареи. Посмотрите, находятся ли швы от этой батареи сверху или снизу. Если они находятся сверху, то они должны быть тогда прорезинены и очень хорошо загерметизированы, чтобы туда не попадала влага. Я встречал несколько производителей, которые говорят, что у них все waterproof, но смотря на их самокат, я понимаю, что это просто невозможно физически, по физическим явлениям. Вот, поэтому доверяй, но проверяй. Сигнализация. Сигнализация — это важная часть самоката, которая поможет отогнать дураков от самокатов, чтобы они их меньше воровали и меньше прятали под свои кровати. Потому что некоторые люди просто думают, что это ничейный самокат, который стоит на улице. Когда ничейный самокат вдруг начинает пищать и издавать какие-то звуки, то человек обычно отходит и решает, что нет, лучше я все-таки не буду рисковать. Итак, это были 15 важных моментов при выборе электросамоката. Пожалуйста, обратите внимание на каждый из них, и я надеюсь, что вы успешно купите свою партию электросамокатов, присоедините ее к софту и запустите успешный бизнес шеринг электросамокатов, который помогает пересадить часть людей с машины на другие транспортные средства, которые более экологичные и в городе лучше подходят для перемещения по городу. Я Георгий Кощуновский, это канал Shared Guy. У меня есть видео, которое рассказывает о том, из каких 5 пунктов состоит бизнес по шерингу электросамокатов. Я сегодня рассказал про первый пункт, это выбор электросамоката, и в будущем расскажу еще 4 пункта. Если вы не смотрели первые видео, перейдите по ссылке, посмотрите первое видео, где вы увидите масштабный взгляд на шеринговый бизнес, и постепенно будем двигаться, разбирать каждый аспект этого бизнеса. Всем пока, ставьте колокольчик, подписывайтесь на мой канал, до скорой встречи!